Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Сегодня мы готовим вкуснейшие, чудесные тарталетки. Сладкая клубника и деликатный ореховый вкус фисташек – это классическое сочетание в кондитерском деле. Добавим ваниль и шоколад, и оторваться будет невозможно. Первым делом мы делаем тесто для наших тарталеток. Для этого я беру миску и просеиваю в нее все сухие ингредиенты. Это мука, немного миндальной муки, ванили для аромата, сахарная пудра и щепотка соли. Добавляем масло из холодильника. И одно яйцо. И все перемешиваем. Перемешивать надо не очень усердно. Полученное тесто должно быть упругим и слегка прилипать к рукам. Сейчас я его закатаю в пленку и уберу в холодильник минимум на 30 минут, но лучше на час. Тесто остыло. Я достал его из холодильника. Сейчас разделю на две части. Из одной части я буду делать дно для тарталеток, а из второй части бортики. Я присыпаю кулинарную бумагу мукой и раскатываю тесто. Толщина теста у меня должна получиться приблизительно 2-3 мм. Тесто я нарезаю на ленточки специально для бортов, для формы тарталеток. Ленточки должны быть приблизительно по 2 сантиметра. Выстилаем ленточками из теста края формы. Лишнюю длину отрезаем. Все выравниваем. Второй кусок теста я тоже раскатываю и буду делать из него дно наших тарталеток. Формой я вырезаю дно у тарталетки. Края, выступающие за форму, я отрезаю ножом. Отклеиваю дно к краям. Тарталетки я перекладываю на коврик с перфорацией и вилкой на дне натыкаю дырочки. Тарталетки убираем в духовку, разогретую до 160 градусов в режиме вентиляции. Убираем ровно на 12 минут. Поставить лучше на центральную полку. Прошло 12 минут, и я достаю тарталетки. Тарталетки немного подсохли. И теперь я подожду, когда они остынут, и удалю кольца.
Тарталетки полностью остыли, и если вы вдруг увидите на тарталетках небольшие дефекты, их можно удалить при помощи обычной металлической терки. А сверху мы покроем тарталетки смесью яичного желтка и сливок. В яичный желток я добавляю немного сливок, все размешиваю и этой смесью покрываю тарталетки. Кладем тарталетки на перфорированный коврик и ставим в духовку при той же температуре на 8 минут. Они допекутся полностью. Я достал тарталетки из духовки, и пока они остывают, я приготовлю бисквит для тарталеток. Его я положу внутрь. Для этого я беру 2 яйца и отделяю желтки от белков. В миску с желтками я кладу фисташковую пасту и размешиваю ее венчиком. А как готовить фисташковую пасту дома? У нас есть специальный отдельный рецепт, который вы можете увидеть на нашем канале. А в миску с яичными белками я добавляю сахар и все взбиваю венчиком. Взбитые белки я частями добавляю к желткам и перемешиваю все лопаткой движениями снизу вверх, снизу вверх. В полученную фисташковую смесь я просею немного муки, картофельного крахмала и щепотку соли. И все продолжаю размешивать кулинарной лопаткой, движениями снизу вверх. Полученный фисташковый бисквит я перекладываю на коврик с перфорацией и разравниваю его там. Противень с бисквитным тестом на силиконовом перфорированном коврике я ставлю в духовку, разогретую на режиме вентиляции до 160 градусов на 15 минут. Я достал готовый фисташковый бисквит из духовки, дал ему остыть, и сейчас при помощи формы вырежу 6 кружков. Вот такие аккуратные кружочки должны получиться у вас. Я беру листовой желатин и замачиваю его в воде. Ну а вы, если используете порошковый желатин, посмотрите, что написано на упаковке. В качестве одной из начинок тарталеток я использую клубнику, а вы, если хотите, можете взять любые другие ягоды. Я нарезаю клубнику и кладу ее в сотейник. К резаной клубнике я добавляю сахарную пудру и ставлю на плиту на средний огонь. Довожу до кипения. Кипятить клубнику я буду где-то приблизительно 2-3 минуты. Клубника закипела, выделила свой сок. Я переложу клубнику в емкость с высокими краями и погружным блендером сделаю из клубники пюре.
Чтобы не было косточек, я клубнику пропускаю через сито. Набухший желатин я отжимаю от лишней воды и перекладываю в еще теплую клубнику. Все размешиваю. Полученное клубничное конфи я накрываю в контакт пленкой и убираю в холодильник, чтобы оно полностью застыло. Начинаем собирать наши тарталетки. Для этого на дно я положу немножко клубничного конфи. Сверху на конфи бисквит. А сейчас мы сделаем шоколадно-фисташковый ганаш для тарталеток. Для этого белый шоколад я разогреваю на водяной бане. А сливки я просто разогреваю в сотейнике. Шоколад я разогрел до 45 градусов. Переливаю шоколад в емкость с высокими бортами. Добавляю приблизительно 20 граммов фисташковой пасты. И частями в 3 приема я наливаю разогретые сливки. Все размешиваю. Слегка остывший ганаш я разливаю по тарталеткам. Прошло 2 часа, и тарталетки полностью готовы. Их можно подавать к столу. Но для начала мы их украсим темперированным шоколадом, крошкой фисташек и съедобным золотом. Мы положили сверху фисташки, а теперь положим съедобное, кулинарное, сусальное золото. Ну и, конечно же, не обойтись без нашего фирменного знака. Вот такие вкусные, замечательные, яркие, ароматные тарталетки с фисташкой и клубникой сделали мы. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот наш рецепт, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!